Глава 1146. Новости от Цзень-Ине. Своеобразный поворот событий развернулся, как только белые нити соприкоснулись с пурпурным пламенем, они внезапно замерли, будто им был нанесен тяжелый удар. Эти белые нити представляли собой поток игл, тонких как волосы. Хань Ли поднял руку в воздух, и фиолетовое пламя над его телом охватило радиус более фута, мгновенно поглотив тонкие иголки внутри. Фиолетовый свет вспыхнул над иглами, мгновенно запечатав их в слой пурпурного льда, в результате чего все иглы начали падать, поскольку они утратили свою духовную природу. Глядя на надвигающийся зеленый молот, Хань Ли небрежно взмахнул рукавом в воздухе, выпустив фиолетовый свет, отбросив молот, словно он был поражен огромной силой. Быстрый журавль поспешно сделал печать заклинания руками, чтобы попытаться остановить импульс, но все безрезультатно. Свет замерцал на поверхности молота, а затем в мгновение ока он также был запечатан в глыбу фиолетового льда. Выражение даосского священника стало чрезвычайно напряженным. Мужчина в желтой одежде тоже изо всех сил пытался поверить своим глазам. Он и представить себе не мог, что сокровища, на которые он так полагался, фактически были бесполезны. Это было просто невероятно. Увидев приближающегося Хань Ли, он поспешно выпустил из рукава серебряное колесо. Однако Хань Ли двигался со скоростью ветра и мгновенно достиг человека в желтой одежде, обрушив на него свое фиолетовое пламя. Серебряное колесо вспыхнуло только 2 раза, а затем появился золотой свет, который беззвучно разрезал колесо пополам, и оно рухнуло на землю. Зрачки мужчины в желтом резко сузились при виде этого. Во рту вспыхнул желтый свет, и он уже собирался вызвать свое магическое сокровище. Однако за эту долю секунды на лице Хань Ли появилась жуткая улыбка, а одна из его рук внезапно стала размытой, исчезнув во вспышке. Почти в тот же момент человек в желтой одежде почувствовал, как что-то напряглось на его шее. Ледяная рука схватила его за горло, и фиолетовый свет вспыхнул перед его глазами, а его духовное чутье утратило связь с магическим сокровищем, которое он собирался выпустить. Арк. Мужчина в желтом окаменел. Ему едва хватило времени взвыть от боли, как фиолетовый лед начал распространяться с его шеи, охватывая все его тело и делая его полностью обездвиженным. На его лице было увековечено выражение ужаса в глыбе льда. Хань Ли холодно усмехнулся, неся ледяную человеческую скульптуру в одной руке. Он повернулся и посмотрел своим невыразительным взглядом на всех остальных культиваторов. 4 культиватора формирования ядра знали, что они не смогут вмешаться в битву между культиваторов зарождающейся души, и хотя они все вынули свои сокровища, они могли только смотреть издалека со страхом, бьющимся в их сердцах. Увидев, как Хань Ли одолел мужчину в желтом, они переглянулись между собой и одновременно завопили от ужаса, разлетевшись в разные стороны в виде полосок света, очевидно, спасаясь бегством. Главная цель Хань Ли, быстрый журавль, скрылся с места происшествия еще первее культиваторов формирования ядра. В тот момент, когда Хань Ли схватил мужчину в желтом, быстрый журавль был крайне потрясен, обнаружив, что Хань Ли был гораздо более могущественным, чем он предполагал. Он знал, что у него нет шансов добиться победы, поэтому он немедленно принял решение и бросился к каменному городу в виде полоски зеленого света. Сначала он был очень обеспокоен тем, что золотые жуки в воздухе попытаются остановить его. Однако, к его удивлению, все духовные насекомые совершенно не двигались, словно были марионетками, что позволило ему сбежать без каких-либо препятствий. Даосистский мастер Быстрый журавль был рад этому и, пролетев несколько раз в воздухе, уже преодолел расстояние более 1000 футов. Хань Ли не терял времени, увидев это. Сначала он взмахнул рукавом в направлении культиваторов формирования ядра, выпустив 4 полоски золотого света, двигаясь так быстро, что смогли почти мгновенно догнать 4 культиваторов. В следующее мгновение послышалась серия жалких криков, все сокровища культиваторов были разрублены золотым светом, пуская кровь и самим культиваторам вместе с их изуродованными телами и разрушенными сокровищами. Только тогда Хань Ли обратил свое внимание на быстрого журавля, который почти исчез из поля зрения. Увидев это, он холодно усмехнулся и не стал преследовать. Вместо этого из руки, несшей ледяную скульптуру, раздался громкий раскат грома, выпустив несколько вспышек плотной золотой молнии, мгновенно превратившись в золотую сеть, которая окутала ледяную скульптуру внутри. Во вспышке яркой молнии фигура в его руке мгновенно рассыпалась. В то же время появилась желтая зарождающаяся душа, около дюйма в высоту. Черты зарождающейся души были полностью идентичны чертам человека, в желтом на лице зарождающейся души была паника, и она поспешила сделать печать заклинания. Духовный свет вспыхнул над ее телом, и она исчезла на месте. Однако в следующее мгновение из определенного места в золотой сети грянул гром, и зарождающаяся душа была вынуждена проявить себя. Техники телепортации были совершенно бесполезны перед лицом ограничений, созданных божественной дьявольской молнией.
Хань Ли ничего не сказал, увидев, что схватил ее. Золотая сеть резко сократилась, образовав шар золотого света, окутавший зарождающуюся душу внутри. Затем он поднял руку, и несколько талисманов полетели по воздуху, приклеившись к телу зарождающейся души. В результате духовная сила зарождающейся души застыла, и она была немедленно полностью обездвижена. Хань Ли сжал руки за спиной и отвлекся от зарождающейся души. Прищурившись, он направил взгляд в направлении исчезновения быстрого журавля. В этот момент быстрый журавль находился уже в нескольких тысячах футов. Магическая сила текла по его телу, и он путешествовал почти со скоростью молнии. Однако он то и дело поворачивался время от времени, видимо, в постоянном страхе, что Хань Ли сможет преследовать его. Увидев за собой только огромное пространство угольно-черной темноты, он, наконец, вздохнул с облегчением. Однако он не стал замедляться. Вместо этого он перевернул руку, вызвав лазурный талисман, а затем сделал печать заклинания руками, словно готовясь активировать талисман. Без ведома быстрого журавля, в тот момент, когда он снова повернулся лицом вперед, позади него появился слабый серебряный свет, после чего в форме призрака появилась голубая человекоподобная фигура. Человекоподобная фигура, казалось, летела в неторопливом темпе, но она ни в коей мере не опережала его. Естественно, это была марионетка, которую Хань Ли выпустил заранее. Однако даосский священник совершенно не обращал на это внимания, поскольку его внимание было сосредоточено на талисмане в его руке. Марионетка подняла руку, и серебряный кулак беззвучно полетел в воздухе. Защитный барьер вокруг тела даосского священника, образованный красным щитом, был мгновенно пробит серебряным кулаком, словно это была конструкция из папье-маше. Затем кулак ударил его в спину, и защитный слой духовного света над его телом также мгновенно распылился. Сердце быстрого журавля ушло в пятки от осознания того, что на него напали сзади, но реагировать было уже слишком поздно. Кулак внезапно вырвался из передней части груди даосского священника, оставляя после себя жуткий алый след. Затем кулак был насильственно отозван, образовав колотую рану диаметром, сопоставимым с диаметром чаши для риса, на груди быстрого журавля. Быстрый журавль взревел от боли, и его тело бессильно рухнуло на землю. Марионетка потерла руки, выпустив сверху серебряную сеть света. 10 минут спустя Хань Ли уже сел на близлежащую вершину горы, видя вдалеке серебряную полоску света. Полоска света летела прямо к нему, и на его лице появилась легкая улыбка. С громким стуком быстрый журавль упал сверху и тяжело приземлился у ног Хань Ли. Он уже был заключен в слой серебряного света, и на его теле были активированы талисманы разных цветов. Мелькнула человекоподобная фигура, и позади Хань Ли появилась марионетка. Только тогда Хань Ли обратил свое внимание на быстрого журавля. Его тело последнего было забрызгано кровью, и он был едва жив. На лице Хань Ли появился намек на улыбку. 4 часа спустя полоска лазурного света бесшумно вылетела с острова небесной молнии, исчезнув на расстоянии в мгновение ока. Лазурная полоска света была никем иным, как Хань Ли, и он держал в руках 2 зеленых сумки с задумчивым выражением на лице. Эти сумки для хранения раньше принадлежали быстрому журавлю и мужчине в желтом. В каждой сумке было более 100 высокоранговых духовных камней, и они собирались утащить их обратно на остров Зеленого Духа. Оказалось, что быстрый журавль, похоже, вступил в союз с другими силами на острове, но на самом деле он втайне обещал свою верность коалиции Звездопада. Он планировал контролировать острова возле острова Зеленого Духа при поддержке коалиции Звездопада, и этот остров Небесной Молнии был одной из его целей. Высокоранговые духовные камни, продаваемые на острове Небесной Молнии сектой, которой принадлежал быстрый журавль, были тайно переданы ему культиваторам коалиции Звездопада. Культиваторы из коалиции Звездопада выкопали эти духовные камни с острова Зеленого Духа и делали это, чтобы поддержать быстрого журавля, чтобы он мог усилить свое влияние на остров Небесной Молнии. Человек в желтой одежде был странствующим культиватором, подкупленным коалицией Звездопада. Он был ответственен за захват другого острова, и его положение было похоже на положение быстрого журавля. Этот человек появился на острове Небесной Молнии, поскольку получил такой же приказ, как и быстрый журавль. Им было приказано собрать все высокоранговые духовные камни, которые у них были, а затем как можно быстрее доставить их на остров Зеленого Духа. Казалось, что было чрезвычайно важное дело, которое требовало этих высокоранговых духовных камней, а также силы этих культиваторов зарождающейся души. Им также было сказано сделать все возможное, чтобы держать в неведении остальных культиваторов. Из-за того факта, что этот приказ был очень странным, а остров, на котором остановился человек в желтой одежде, был очень близок к острову Небесной Молнии, они решили встретиться и вместе на остров Зеленого Духа, думая, что у них есть преимущество в силе из-за количества. Однако, без их ведома, Хань Ли подслушал их разговор на рынке о выкупе духовных камней.
Ему не удалось услышать весь разговор, но из того, что он услышал, он пришел к выводу, что они оба пообещали свою верность коалиции Звездопада, у них обоих было большое количество духовных камней, и они собирались покинуть каменный город в ближайшее время. В любом случае Хань Ли успел подслушать их разговор, поэтому он, естественно, не собирался сдерживаться, особенно после того, как узнал, что у них при себе большое количество высокоранговых духовных камней, и принимая во внимание тот факт, что когда-то его долго выслеживали культиваторы зарождающейся души из коалиции Звездопада. Таким образом, он немедленно покинул каменный город и разделил свое духовное чувство на бесчисленное количество нитей, а затем выпустил более 10 тысяч золотых прожорливых жуков по всему каменному городу, чтобы вести наблюдение за быстрым журавлем. В результате он смог остановить их группу, когда они собирались покинуть остров. Благодаря своей нынешней силе культиватора поздней стадии зарождающейся души, он, естественно, смог с легкостью победить два культиватора на ранней стадии зарождающейся души. К этому моменту он достиг своей цели в этом путешествии и мог немедленно вернуться во внутреннее звездное море. Однако, когда он использовал свою технику поиска души на двух культиваторах, он почерпнул важную информацию. Оказалось, что Цзень-инь, человек, который когда-то почти убил его, также прибыл в соседний район. Кроме того, он был одним из старейшин охраны рудника, поставленной на острове Зеленого Духа коалиции Звездопада. Цзень-инь определенно был одним из врагов, которых Хань Ли больше всего ненавидел в море рассеянных звезд. Когда он был в зале небесной пустоты, если бы не его изобретательность и крупная удача, он, скорее всего, уже был бы замучен до смерти этим старым дьяволом. Таким образом, Цзень-инь была одной из главных целей в хит-листе Хань Ли. Узнав, что этот дьявол в настоящее время находится на соседнем острове Зеленого Духа, Хань Ли, естественно, не собирался упускать эту возможность отомстить. С помощью своей техники поиска души он обнаружил, что на острове Зеленого Духа было 4 культиватора коалиции Звездопада, один из которых находился на средней стадии зарождающейся души, в то время как остальные трое были только на ранней стадии. Это была грозная сила, которой было, пожалуй, достаточно, чтобы запугать две другие державы на острове, но это было ничто в глазах нынешнего Хань Ли. Он был абсолютно уверен в своей способности проникнуть на остров, затем убить Цзень-иня и сбежать совершенно незаметно. Имея это в виду, Хань Ли, естественно, больше не собирался задерживаться. Он немедленно отправился на остров Зеленого Духа. 3 дня спустя Хань Ли наконец прибыл в район острова Зеленого Духа. Глава 1147. Зловещий инский кровавый труп. Остров Небесной Молнии был довольно большим островом, но его нельзя было сравнить с масштабом острова Зеленого Духа. Хань Ли парил в воздухе в нескольких десятках километров от острова, осматривая его издалека. Он чувствовал, словно остров был не намного меньше, чем небесный звездный город. Конечно, на острове было не так много зданий и огромных гор, как на Священной горе. Однако было несколько гор высотой около 100 тысяч футов, и они были крайне редкими сами по себе. Самым удивительным было то, что горы были чрезвычайно крутые и бесплодные. Издалека не было видно ни единой травинки, из-за чего они выглядели так, словно были каменными колоннами, простирающимися до небес. Горные вершины практически наполовину были скрыты облаками. Однако ни одна из этих деталей не привлекла внимания Хань Ли. Больше всего его беспокоил тот факт, что на всем острове не было видно ни одного оттенка зеленого. Весь остров был серовато-белого оттенка, и с острова вовсе не чувствовалось никаких колебаний духовной ци. Этот остров был похож на пустынную землю без каких-либо духовных вен. Обнаружив это, Хань Ли был довольно озадачен. Разве не на этом острове были массивные рудники духовных камней? Как здесь могло не быть ни одной духовной вены? По правде говоря, рудники духовных камней были продуктами духовных вен. Там, где существовали духовные вены, неизбежно образовывались рудники духовных камней разного ранга. И наоборот, места, где были обнаружены рудники духовных камней, обычно также обладали духовными венами. В воображении Хань Ли остров, на котором могли сформироваться рудники высокоранговых духовных камней, должен был находиться на высокоранговых духовных венах, которые были чрезвычайно редкими в человеческом мире. Однако от того, что предстало у него перед глазами, он потерял дар речи. Обдумав ситуацию, Хань Ли понял, что был слишком наивен. Если бы на таком огромном острове, как этот, было бы легко обнаружить высокоранговые духовные вены, то как тогда рудники высокоранговых духовных камней были обнаружены совсем недавно? Их бы давно разработали древние культиваторы, пока от них совсем ничего не осталось. Казалось, что на этом острове было что-то, что могло скрыть колебания духовных вен. Подумав об этом, Хань Ли сразу все осознал. Подняв голову, он взглянул на палящее солнце. Сейчас был уже полдень, и хотя Хань Ли был уверен в своих силах, естественно, было удобнее действовать ночью.
Таким образом, он некоторое время кружил над окружающей территорией, обнаружил камень, обнажившийся над поверхностью океана, и приземлился на него. Затем он сел на камень, скрестил ночи и начал медитировать. Несколько часов спустя наступила ночь, и Хань Ли внезапно открыл глаза. Он полетел к острову в виде полоски лазурного света, высвободив секретную технику, сделав свет более размытым и нечетким. В темноте ночи обычные культиваторы определенно не смогли бы обнаружить его присутствие. Через некоторое время Хань Ли достиг массивного острова. Благодаря тому, что он использовал технику поиска души на быстром журавле и мужчине в желтой одежде, Хань Ли легко смог определить область, занятую культиваторами коалиции звездопада. Таким образом, он сразу же пробрался на остров и полетел в сторону массивной горы. Попутно Хань Ли столкнулся со многими скрытыми ограничениями. Своим духовным чутьем он обнаружил, что поблизости было много скрытых охранников, и чем больше он приближался к горе, тем больше было охранников. Однако с его нынешним уровнем культивации власти эти ограничения и низкоранговые культиваторы были для него пустым местом. Он прошел мимо них без каких-либо препятствий, и никто из охранников не заметил его. Неясная полоса света пролетела прямо к центру зоны коалиции звездопада, наконец достигнув подножия массивной горы. Лазурный свет отступил, и появилась фигура Хань Ли. Он не торопился продолжать. Вместо этого он посмотрел на горную вершину и задумался. В следующее мгновение в его глазах вспыхнул синий свет. В результате Хань Ли обнаружил слабый синий световой барьер. Световой барьер охватывал всю вершину горы, и его поверхность была гладкой, как текущая вода. Это было мощное ограничение, созданное каким-то редким мастером ограничительных заклинаний. Хань Ли невольно нахмурился при виде этого. Такое массивное ограничение нельзя было преодолеть с помощью какой-то секретной техники. Конечно, это не означало, что ограничение действительно сможет остановить Хань Ли. Синий свет в его глазах погас, и по взмаху руки он выпустил шар трехцветного пламени. Это был его веер 3 огней. Это могло бы насторожить ближайших охранников, но у Хань Ли не было выбора. В худшем случае ему просто нужно убить охранников. Не тратя время понапрасну, ему не составит труда найти Цзень Иня, и, убив его, никто на острове не сможет помешать ему сбежать. Таким образом, Хань Ли просто поднял веер и приготовился пробить ограничение. Однако в этот момент он внезапно изменился в лице, и духовный свет на его веере 3 огней погас, а на его лице появилось удивленное выражение. Затем он немедленно убрал веер в рукав и исчез на месте. Почти в один и тот же момент вдали вспыхнул свет, и несколько световых лучей безрассудно бросились к горе, не пытаясь скрыть себя. Вскоре полосы света достигли подножия горы, и когда свет отступил, показались 3 человека. Впереди группы был культиватор с растрепанными седыми волосами. У него было на удивление молодое лицо, а сам он был на средней стадии зарождающейся души. 2 позади него были довольно похожи на Седовласова, но их лица были совершенно бледными и лишёнными крови. Ни у кого из них не было никаких выражений на лицах, и их белые одежды представляли слегка жуткое зрелище в ночной тьме. Седовласый культиватор, казалось, был хорошо знаком с ограничением вокруг вершины горы. Он остановился прямо перед синим световым барьером и поднял руку, выпустив огненно-красный талисман передачи голоса в световой барьер. Вскоре в синем барьер вспыхнул свет, и с грохотом в нем появилось отверстие. 3 культиватора влетели через отверстие, один за другим, после чего световой барьер снова быстро закрылся. Никто не заметил, что за последним человеком в белых одеждах в их группе пролетела полупрозрачная лазурная фигура. Даже седовласый культиватор не заметил, что что-то не так. В пределах синего светового барьера несколько культиваторов стояли перед седовласым культиватором с уважительными выражениями на лицах. «Приветствую вас, старший Фэй. У старейшины Тана в настоящее время есть неотложное дело, требующее его участия, поэтому, пожалуйста, сначала отдохните в гостевом павильоне, а завтра старейшина Тан встретит вас в зале Туманного облака», сказал крепкий культиватор формирования ядра, которому на вид было лет 30. На его лице было чрезвычайно уважительное выражение. «Что ты хочешь этим сказать?» Он сказал мне, что нужно было срочно заняться делом, и попросил меня добраться до острова как можно скорее, но теперь он говорит, что встретится со мной завтра. Старейшина Тан намеренно пытается играть в игры со мной. Выражение лица седовласого культиватора тут же потемнело от неудовольствия. Лицо культиватора формирования ядра сразу побледнело, и он поспешно объяснил, это определенно не тот случай. Старейшина Тан действительно занят рассмотрением важных вопросов, он ни за что не проявит неуважения к вам, старший Фэй. Седовласый культиватор холодно зарычал, а затем сменил тему. «Забудь об этом. Я спрошу его об этом завтра лично. Сколько культиваторов уже прибыли на остров? Завтра последний срок для прибытия, верно?
Культиватор формирования ядра почувствовал большое облегчение и поспешно ответил: кроме старшего быстрого журавля с острова Небесной Молнии и старшего Хуан Мо с острова Небесного Света, все остальные старшие уже здесь. С тех пор, как этому быстрому журавлю уничтожили его тело, он стал трусливым, как крыса. Он обязательно прибудет с Хуанкуном, поэтому неудивительно, что он опоздал. На лице седовласого культиватора появилось презрительное выражение. Культиватор формирования ядра сделал вид, что не услышал этого. Он не осмелился высказать свое мнение о культиваторе зарождающейся души. Седовласый мужчина холодно усмехнулся, увидев это, а затем дал указание одному из одетых в белое людей позади него. Багровый свет вспыхнул в глазах человека, и его тело искривилось под невероятным углом. Его верхняя часть тела вытянулась как питон в несколько раз по сравнению с первоначальной длиной, и он сразу же набросился на беззащитного культиватора заложения основ. Он вонзил свои клыки в шею культиватора заложения основ и стал глотать его кровь большими глотками. Арк. Культиваторы заложения основ, стоящие рядом, поспешно отшатнулись в ужасе. Некоторые из них даже вынули свои защитные сокровища для защиты себя. Хватит шуметь. Сейчас время кормления моих дьявольских трупов. Седовласый мужчина посмотрел на низкоранговых культиваторов, и охранники сразу же спрятали свои сокровища. Только тогда выражение лица седовласого мужчины слегка смягчилось, и он похлопал рукой по сумке для хранения. Указав пальцем на сумку, оттуда выскочила таблетка размером с большой палец, наполненная энергией крови, затем он направил ее другому человеку в белом халате. Мужчина безучастно открыл рот и проглотил таблетку, продолжая стоять на месте. Между тем, другой человек в белом халате все еще безрассудно сосал кровь охранника. Изначально охранник был ростом в 7 футов, но постепенно его тело стало уменьшаться и сокращаться в размерах, издавая потрескивание суставами. В то же время его кожа стала чрезвычайно сморщенной и сухой, приобретая вид старой коры дерева. Седой культиватор смотрел с холодным выражением лица и не собирался спасать охранника. После того, как жертва стала около полуметра в высоту, он наконец сделал печать заклинания и наложил алую печать заклинания на спину белого человека. Тело человека в белом халате сразу вздрогнуло, и он неохотно выпустил свою жертву, и его тело вернулось в исходное состояние. Из руки седовласого культиватора вспыхнул багровый свет, поразив охранника, который превратился в неузнаваемую миниатюрную версию его самого. Со сдавленным звуком шар алого пламени охватил тело культиватора заложения основ и мгновенно сжег его дотла, вместе с душой. «Отведи меня в гостевой павильон», — велел седовласый мужчина, словно ничего не произошло. «Да. Пожалуйста, следуйте за мной, старший». Культиватор формирования ядра поспешно улыбнулся ему в лицо и сделал, как ему велели. Он поднялся в воздух в виде полоски света и направил трио к вершине горы, исчезнув в облаке и взметнувшись в мгновение ока. Все остальные культиваторы заложения основ вздохнули с облегчением. Без ведома всех них скрытая человекоподобная фигура была свидетелем всего, что только что произошло с высоты полета в воздухе на высоте более 1000 футов над ними. Зловещий инский кровавый труп. Не думал, что в человеческом мире найдется кто-то, кто осмелится усовершенствовать такие дьявольские трупы. Разве он не боится, что зловещая инская ци войдет в его тело и убьет его? Человек, который бормотал себе под нос, был, естественно, никто иной, как Ханьли, который тайком пробрался в ограничение. Он парил в воздухе, скрестив руки на груди, и бормотал про себя неслышным голосом, по-видимому, идентифицировав природу дьявольских трупов седовласого культиватора. Глава 1148. Встреча с Цзянинем. О зловещих инских кровавых трупах Хань Ли прочитал в Писании, посвященном усовершенствованию трупов, который он получил старого дьявола Цаня. Фактической техники их изготовления записано не было, но в нем упоминалось, что этот кровавый труп чрезвычайно мощный, хотя процесс усовершенствования очень порочный. Говорилось, что усовершенствование этого дьявольского трупа нужно использовать тело с той же родословной, что и хозяин. Только тогда они смогут использовать силу своей кровной линии, чтобы подавить обратную реакцию от кровавого трупа. В процессе усовершенствования душа используемого тела будет заключена в теле на вечность, без возможности перейти к загробной жизни. Культиваторы не относились к кровным узам так высоко, как смертные, но все еще было очень мало культиваторов, которые могли бы сделать что-то настолько отвратительное. Когда Хань Ли подумал об этом, он счёл, что это было довольно странно. Даже если были чрезвычайно жестокие культиваторы, которым удалось создать такие кровавые трупы, все они прожили чрезвычайно ужасные судьбы, и никто из них не прожил всю свою естественную продолжительность жизни. Таким образом, было много злых культиваторов, которые жаждали этих могущественных кровавых трупов, но было не так много тех, кто осмелился на самом деле их усовершенствовать.
К нынешнему времени уже практически не было культиваторов, которые бы знали, как усовершенствовать такие трупы. Даже такой великий культиватор, как старый дьявол Цань, который усовершенствовал несокрушимых чевкающих демонов, не знал об конкретной технике усовершенствования. Поэтому Хань Ли, естественно, был очень удивлен, обнаружив 2 зловещих инских кровавых трупа в сопровождении седовласого культиватора. Однако, независимо от того, кем был этот седовласый культиватор или какими бы отвратительными вещами он занимался в прошлом, пока он не мешал Хань Ли не собирался обращать на него внимание. Зависнув в воздухе еще на некоторое время, тело Хань Ли качнулось, и он летел прямо к вершине горы. Он использовал технику поиска души на быстром журавле и мужчине в желтом, но они тоже не знали, где конкретно находится резиденция Цзень-Иня. Все, что они знали, это то, что он жил на этой горной вершине, поэтому Хань Ли пришлось искать его самому. Он легко подчинил охранника заложения основ в горах и собрал информацию, которую искал, снова воспользовавшись техникой поиска души. Из воспоминаний охранника он узнал, что Цзень-Инь в настоящее время находится в его резиденции. Хань Ли пришел в восторг, обнаружив это. Превратив охранника в облако пыль, он направился прямо к вершине горы. Вершина горы была довольно просторной, но зданий было немного. Кроме нескольких залов и павильонов, были только большие участки пустой земли. Этого следовало ожидать. На острове было много высокоранговых культиваторов, но почти не было низкоранговых культиваторов ниже стадии заложения основ. Таким образом, на острове было всего около 500-600 культиваторов коалиции Звездопада. Такое большое количество культиваторов стадии заложения основ или выше было уже достаточно, чтобы считаться силой, даже не принимая во внимание тот факт, что на острове также было несколько культиваторов зарождающейся души. Хань Ли спрятался и беззвучно направился к некоему массивному павильону. Павильон представлял собой довольно впечатляющее 5-этажное здание, которые сужались вверх, образуя пирамиду, а первый этаж занимал площадь в несколько тысяч футов. Однако все здание было построено из странных черных кирпичей, источавших порочную инскую ци, порождая очень темное и мрачное чувство. Хань Ли взглянул на здание перед ним, которое было почти полностью окутано темной инской ци, и на его лице появилась холодная улыбка. Затем он поднял руку в воздух, выпустив огромный клинок фиолетового пламени и рассекая им воздух, прокладывая путь сквозь инскую ци. Превратившись в полоску лазурного света, Хань Ли без промедления выстрелил в этот импровизированный проход. «Кто здесь?» Как только Хань Ли вошел в двери павильона, раздался тревожный голос, и полоска черного света полетела к нему. В этом черном свете был культиватор примерно среднего возраста. Этот человек не был Цзининем, поэтому Хань Ли полностью проигнорировал его и протянул к нему рукав, выпустив меч длиной более 10 футов, который вспыхнул в воздухе и тут же исчез. При виде этого сердце культиватора среднего возраста вздрогнуло, и он открыл рот, пытаясь выпустить свое магическое сокровище. Однако было уже слишком поздно. Золотой свет вспыхнул в воздухе, и меч снова появился над его головой, а затем выстрелил вниз, как молния. С мучительными воплями тело культиватора было мгновенно разрублено на несколько частей. Даже его душа распылилась золотым светом, и ни один его кусочек не смог сбежать. Хань Ли бесстрастно взглянул на изуродованное тело. Очевидно, это был культиватор формирования ядра, и, судя по искусству культивации, он был одним из учеников Цзень-Иня. Он щелкнул пальцем, и багровый огненный шар выстрелил вперед. Пылающие волны тепла сожгли тело, отправив его в небытие. Хань Ли повернулся к лестнице, и в его глазах мелькнуло удивление. Было довольно странно, что Цзень-Инь к этому моменту все еще не был предупрежден о том, что что-то не так. Он немедленно раскрыл свое духовное чутье и послал его на более высокие уровни павильонов. Вскоре на его лице появилось своеобразное выражение. Он обнаружил, что верхние уровни павильона были абсолютно пустыми, нигде не было ни единого человека. Казалось, что этот культиватор формирования ядра был единственным, кто охранял весь этот павильон. Неужели Цзень-Инь уже покинул павильон и не остановился в своей резиденции? Хань Ли чувствовал себя немного разочарованным. Почесав подбородок, и на его лице появилось задумчивое выражение. Внезапно ему пришла в голову мысль, и он послал духовное чутье в землю. Сразу после этого на его лице появилась улыбка. Он немедленно похлопал по сумке для хранения на поясе, вызвав 2 скипетра, красный и желтый. По взмаху его руки его тело окутал желтый световой барьер. Затем он скрутил свое тело и каким-то образом зарылся в землю. Первый этаж павильона снова опустел. Пройдя более 100 футов под землей, перед Хань Ли появился серый световой барьер и угольно-черная каменная стена. Хань Ли немедленно вызвал слой фиолетового пламени к себе на руку и провел по световому барьеру. В сером световом барьере сразу же появилась небольшая прореха. Хань Ли скрутил свое тело и превратился в лазурную нить, что позволило ему проникнуть сквозь прореху шириной всего в полфута.
Ступив на нетронутую каменную ступеньку, он обнаружил, что находится на каменной лестнице из гладких черных камней, которая вела во все направления от него. Хань Ли посмотрел вниз с холодным выражением лица и слегка прищурился, высвобождая свое духовное чутье. Он собирался оценить ситуацию внизу, а затем принять решение о дальнейших действиях. Однако он тут же поднял бровь и издал удивленный звук. Пройдя несколько сотен футов вниз, его духовное чутье было остановлено невидимой силой. Кто-то установил в нижней части прохода ограничение, отталкивающее духовное чутье. Обнаружив это, Хань Ли был немного удивлен и также весьма любопытен. Ограничения, отталкивающие духовное чутье, были не только чрезвычайно сложными, но и очень дорогими в их установке. Даже культиватор зарождающейся души не стал бы устанавливать его без уважительной причины. Это место должно было быть только временным местом проживания Цзянь-Иня, так зачем ему устанавливать ограничения такого ранга? Это было очень странно. С легким удивлением в сердце Хань Ли сразу же стал спускаться вниз. Длина каменной лестницы намного превзошла ожидания Хань Ли. Пройдя весь путь вниз на несколько тысяч футов, он все еще не достиг дна. Он словно спускался в бездонную яму. Нахмурившись, в сердце Хань Ли начала зарождаться растерянность. Спустя некоторое время его внезапно настиг мощный поток духовной ци. В ответ его сердце задрожало от шока, и его шаги рефлексивно остановились. Это действительно была духовная ци предельной чистоты, намного превосходящая ранг духовной ци, которую можно было обнаружить в высокоранговых духовных венах. Хань Ли глубоко вздохнул и слегка изменился в лице, отступив назад на 100 футов. Когда он отступил на несколько шагов назад, духовная ци внезапно исчезла. Здесь действительно происходит что-то интересное. Подумал Хань Ли, и на его лице вернулось нормальное выражение. Затем он осмотрел свое окружение и внезапно поднял руку, злобно схватившись за каменную стену рядом с ним. Ледяной свет сверкал на кончиках его пальцев, и черный камень поддавался ему, как тофу, позволяя его пальцам утонуть в камне, вырубив большой кусок. За черной каменной стеной показался бледно-лазурный камень. Хань Ли убрал руку и посмотрел на большой кусок лазурного камня в руке. Камень не отличался от обычного лазурного камня. Хань Ли поднял бровь и сжал пальцы в кулак. Кусок камня был немедленно раздроблен в мелкий порошок и просыпался на каменные ступени. Почти в тот же момент в глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, и он активировал свои глаза духовного прозрения. Что это? Наконец он заметил нечто особенное. Внутри порошкообразного лазурного камня была непрерывно сверкающая серебряная гранула. Конечно, эти вспышки Хань Ли смог заметить только после того, как он ввел духовную силу в глаза. Он не смог определить, из какого материала была эта серебряная гранула, но Хань Ли понимал, что это вещество, скорее всего, было тем, что запечатало духовную ци глубоко в этой горе. Это также объясняло, почему рудники духовных камней не были обнаружены древними культиваторами или демоническими животными в море. Выяснив причину этого, Хань Ли не стал больше задерживаться и снова спустился по каменным ступеням. Увидев появление духовной ци такого высокого уровня чистоты, Хань Ли прикинул, что был недалеко от Цзянь-Иня. Как и ожидалось, спустившись еще на 500-600 футов, за углом впереди показался луч белого света. Кроме того, можно было услышать еле различимый звук разговора. Неужели Цзянь-Инь был не один? Глаза Хань Ли сузились, и в его сердце появилось странное чувство. Однако при его нынешнем уровне силы, даже если бы люди, с которыми разговаривал Цзянь-Инь, были легендарным архиепископом шести путей Иван Сангу, ему все равно нечего бояться. Таким образом, он сразу же бросился вперед и мгновенно свернул за угол. После этого он появился у входа в каменную комнату. Каменная дверь была приоткрыта, и изнутри исходил слабый белый свет. Хань Ли холодно усмехнулся, и по щелчку его пальцев вырвалось 2 плотных потока золотых молний, которые беззвучно разрубили каменную дверь на 4 части. Тело Хань Ли качнулось, он появился прямо в каменной комнате. В то же время он перевел взгляд на определенный угол комнаты. В этом углу стоял культиватор в черной мантии с длинными и узкими глазами. Он сложил руки за спиной и смотрел на Хань Ли с широко раскрытым ртом и удивленным выражением лица. Этот человек был никто иной, как Цзянь-Инь. Шар черного иньского огня парил над каменным столом перед Цзянь-Инем, внутри которого была бледная золотая зарождающаяся душа. Цзянь-Инь использовал свое иньское пламя для пыток над зарождающейся душой, и в каменной комнате больше никого не было. Хань Ли. После краткого ошеломительного бездействия Цзянь-Инь сразу же узнал Хань Ли, и на его лице появилось восторженное выражение. Он давно мечтал о небесном котле. Поэтому Цзянь-Инь сразу же взмахнула рукавом в воздухе, выпустив поток черной дьявольской ци, бурно вздымающийся вперед. Дьявольская ци превратилась в гигантского черного питона и бросилась на Хань Ли. Хань Ли холодно усмехнулся при виде этого и просто поднял одну руку. Удар грома вырвался с его руки,
и появилась плотная дуга ослепительной золотой молнии. Глава 1149. Захват дьявола. Он растопырил пальцы, и из его руки вырвался золотой молниеносный змей, столкнувшись с надвигающимся черным питоном. Божественная дьявольская молния. Сердце Цзень-Иня затрясло от шока при виде этого. Он сразу же попытался сделать еще одну печать заклинания, но было уже слишком поздно. Золотой змей с грохотом бросился на черного питона. По вспышке золотого света тело черного питона было окутано бесчисленными дугами золотой молнии, а в мгновение ока превратилось в ничто. Эффективность божественной дьявольской молнии против дьявольской ци была не шуткой. Цзень-Инь с яростью на лице похлопал по сумке для хранения у него на поясе. С громким криком из сумки вырвалась полоска малинового света вокруг фута длиной. Она вспыхнула в воздухе и направилась в голову Ханьли, превратившись в малиновую саблю, и рухнул вниз. Еще до того, как сабля даже начала спускаться, Ханьли почувствовал острый запах крови и крови. Лицо Ханьли потемнело, он резко откинул голову назад и открыл рот, выплюнув вверх маленький золотой меч. С оглушительным лязгом золотой и малиновый свет переплелись друг с другом. Малиновая сабля издала жалостный вопль, а затем ее разрубило напополам золотым летающим мечом, после чего две ее половины упали прямо на землю. Невозможно! Цзень-Инь резко изменился в лице при виде этого, и экстаз, омрачавший его суждение, был немедленно рассеян. В каменной комнате ограничение на духовное чутье не имело никакого эффекта, поэтому он сразу же направил свое духовное чутье на Ханьли. В глазах Ханьли Цзинь-Инь уже был мертвецом, поэтому ему не нужно было прятать свой уровень культивации. Поэтому он распространил свою магическую силу с мощной энергией по всему телу. Обнаружив уровень культивации Ханьли, Цзень-Инь несколько раз изменился в лице. Сначала он запнулся, а затем на его лице появилось растерянное выражение, за которым последовало неверие и ужас. После он снова использовал свое духовное чутье, чтобы проверить уровень культивации Ханьли, и его лицо сразу стало смертельно бледным. «Ты уже достиг поздней стадии зарождающейся души». Процедил Цзень-Инь сквозь стиснутые зубы, а все его тело мгновенно залилось холодным потом. Ханьли начал вспоминать события прошлого, и его сердце охватило кровожадность, и он сказал холодным голосом: что эти знания для тебя? Тебе лучше умереть в неведении. Ты преследовал меня, безжалостно пытаясь забрать мой небесный котел, но теперь я убью тебя этим котлом». Затем он открыл рот и выпустил шарик лазурного света. Шарик сделал круг вокруг своей оси и показал облик старинного котла. Это был тот самый небесный котел. Цзень-Инь был поражен тем фактом, что Ханьли достиг поздней стадии зарождающейся души, и ему даже казалось, что все это был дурной сон. Однако, как только Ханьли вызвал небесный котел, он понял, что оказался в крайне опасной ситуации и определенно не собирался сдаваться. Таким образом, он стиснул зубы и резко развернулся на месте. Вспышки угольно-черной иньской ци окутала все его тело, мгновенно охватив и большую часть каменной комнаты. В то же время в иньском тумане показались пугающие призрачные фигуры, издавая жуткие вопли. Цзень-Инь на всю мощь использовал высшее иньское дьявольское искусство, а также выпустил 18 небесных трупов, которые он усовершенствовал в течение нескольких столетий. Однако он не осмеливался напасть на Ханьли дьявольской ци, что сделало его довольно нерешительным в отношении дальнейших действий. В ответ Ханьли просто хмыкнул. Хотя почти вся каменная комната была окутана иньской дьявольской ци, но он мог прекрасно видеть сквозь нее, используя свои глаза духовного прозрения. Не тратя попусту слова, он указал пальцем на небесный котел перед собой. На поверхности котла вспыхнул лазурный свет, и оттуда вырвались пучки лазурных нитей. Казалось, что лазурным нитям нет конца, и они в мгновение ока образовали огромную, парившую в воздухе лазурную сеть. Сердце Цзень-Иня ушло в пятки при виде этого, и он сразу же начал повторять заклинание. Поблизости вспыхнули дьявольские проекции, и из облака иньской ци вышли 18 трупов, направляясь прямо вверх, размахивая руками в попытке прорваться сквозь лазурную сеть. Ханьли с равнодушным выражением наблюдал за этим, а затем щелкнул пальцем по направлению к маленькому котлу перед собой. С легким лязгом из лазурной сети внезапно вспыхнул ослепительный свет. Под сетью появился слой голубого ледяного пламени и внезапно превратился в дюжину блестящих голубых огненных птиц, которые сразу же полетели навстречу к трупам. Небесные трупы не успели даже пикнуть, как были они заморожены голубым пламенем в 18 зловещих ледяных скульптур. Ледяные скульптуры упали сверху и разбились на тысячи ледышек. В этот момент нити лазурной сети внезапно вздрогнули, и в сторону дьявольской ци метнулось бесчисленное количество синих огненных шаров размером с кулак. Черный туман взорвался, превратившись в черных питонов, поднимающихся навстречу нисходящим огненным шарам.
Как только они вошли в контакт друг с другом, синие огненные шары, соприкоснувшись при ударе, взорвались, создав обширное пространство голубого ледяного тумана, распространяющееся по всей каменной комнате. Температура в каменной камере сразу же упала, а на стенах, полу и потолке материализовались толстые слои льда. В мгновение ока каменная комната была превращена в ледяное царство. Черные питоны были бессильны перед лицом голубого ледяного тумана и тоже превратились в бесчисленные ледяные скульптуры, а затем рассыпались на бесчисленные фрагменты. Мощь голубого ледяного тумана победила всю оставшуюся дьявольскую ци, обнажив нечеткую фигуру Цзень-Иня внизу. При таких обстоятельствах Цзень-Инь не сможет долго продержаться. Он и сам знал об этом, поэтому немедленно выпустил пронзительный крик, и он выблевал угольно-черную бусину. Как только бусинка появилась, Цзень-Инь укусил кончик языка и вылил на бусину глоток крови. Бусинка немедленно вздрогнула, а затем превратилась в шар дьявольского пламени. Огненный шар сделал круг вокруг Цзень-Иня, а затем превратился в слой абсолютно черного пламени, окутавшего его внутри. Это был не что иное, как козырь Цзень-Иня, его небесный всепоглощающий огонь. С появлением пламени уверенность зенита Инь немного восстановилась. Он подхватил оставшуюся дьявольскую ци, превратился в шар черного пламени и помчался ко входу в каменную комнату, производя впечатление, что он убегает, стараясь спасти свою жизнь. Небесный всепоглощающий огонь действительно был силой, с которой нужно считаться. После соприкосновения с этим пламенем синий ледяной туман издал глухой удар и не смог заморозить Цзень-Иня. После нескольких вспышек ему удалось вылететь из голубого ледяного тумана и мгновенно появиться возле входа. При виде этого Хань Ли ничуть не изменился в лице, но он внутренне активировал свою технику печати артефакта. Лазурный свет внезапно вспыхнул из каменных ворот, а бесчисленные лазурные нити вырвались из ближайших стен, переплетаясь друг с другом, создавая непроницаемую сеть. Архк. Сердце Цзень и не ушло в пятки при виде этого. В этот момент сверху повеяло холодом, и он поднял глаза вверх в шоке и ужасе. Над лазурной сеткой материализовался огромный ледяной лотос. Лотос был полностью синего цвета, словно живой и очень красивый. Что еще более важно, он охватил все тело Цзень-Иня под собой. Дерьмо. Волна шока пронзила сердце Цзень-Иня, когда он попытался выскочить из зоны действия цветка лотоса. Однако в этот самый момент из-под земли, на которой он стоял, внезапно вырвались два пучка лазурных нитей, которые крепко обвились вокруг его ног. В результате Цзень-Инь совершенно не мог сдвинуться с места. Лазурные нити продолжали подниматься по его икрам, окутав все его тело в мгновение ока. Черное пламя все еще бушевало по его телу, но нити, казалось, были полностью невосприимчивы к этому огню. Почти в тот же самый момент синий ледяной лотос сверху начал медленно опускаться. Цзень-Инь оцепенел от ужаса при виде этого. Его небесный всепоглощающий огонь был действительно достаточно мощным, но он никак не мог противостоять могуществу небесного ледяного пламени. В этой тяжелой ситуации он открыл рот и выпустил черный нефритовый кулон. Однако, прежде чем он смог раскрыть всю мощь этого сокровища, позади него побежали новые пучки лазурных нитей. Маленький черный кулон был пойман в ловушку во вспышке. Сердце Цзень-Иня дрогнуло от шока, и он поспешно попытался активировать нефритовый кулон своим духовным чутьем. Однако лазурные нити вокруг кулона просто вспыхнули, и его связь с сокровищем была разорвана. Затем лазурные нити потащили нефритовый кулон в небесный котел. Нити и нефритовая подвеска вспыхнули, и оба были поглощены котлом. При виде этого на лице Цзень-Иня отразилось отчаяние. Он на всю мощь использовал свой небесный всепоглощающий огонь, призвал два других сокровища, чтобы заблокировать ледяной лотос, но его борьба в конечном итоге оказалась тщетной. Как только синий ледяной лотос начал опускаться, в его центре вспыхнул слой голубого пламени. Как только небесный всепоглощающий огонь Цзень-Иня соприкоснулся с небесным ледяным пламенем, тот был сразу же изогнут и сокрушен. После череды громких взрывов небесный всепоглощающий огонь, казалось, был на грани уничтожения. В течение этого периода времени Цзень-Инь быстро использовал несколько секретных техник, пытаясь освободиться от лазурных нитей, связывающих его тело, но все безрезультатно. Когда последний пучок небесного всепоглощающего огня был уничтожен, цветок голубого лотоса наконец спустился. Несмотря на отчаянную борьбу Цзень-Иня, он был полностью погружен в ледяную силу и замерз. Все его тело было заключено в кусок голубого льда высотой в несколько десятков футов, и на его лице все еще оставалось выражение шока и ужаса. С начала битвы и вплоть до того, как Цзень-Инь был захвачен, Хань Ли не использовал никаких сокровищ, кроме небесного котла, и даже не отступил ни на шаг от того места, где стоял. Как только Цзень-Инь был запечатан во льду, Хань Ли холодно рассмеялся, снова щелкнув пальцем по котлу. Все лазурные нити в каменной комнате дрогнули в унисон, а затем вернулись в котел в виде полос света. Все это время на поверхности котла непрерывно мерцал духовный свет. При виде этого Хань Ли сразу же открыл рот и поглотил котел, вернув его в свое тело.
Затем он перевел свой взгляд на пойманного в ловушку Цзень-Иня, запертого в глыбе голубого льда, и усмехнулся с презрительной улыбкой на лице. Однако его взгляд был холодным и полностью лишённым эмоций. Хань Ли подошел к голубой ледяной скульптуре, и со звонким звуком из его рукава вырвалось около дюжины золотых летающих мечей. Летающие мечи кружили в воздухе, затем удлинились до нескольких футов в длину. Затем они направили свои острые кончики на голубую ледяную скульптуру со всех сторон, создавая впечатление, что собираются полностью расчленить тело Цзень-Иня. «Пожалуйста, подождите, господин даосист Хань. Вся моя семья была убита этим человеком. Могу ли я иметь честь положить конец жизни этого человека?» Голос, знакомый Хань Ли, неожиданно раздался из угла каменной комнаты. Хань Ли зашевелился и остановил импульс летающих мечей, повернувшись к источнику голоса. Внезапно под толстым слоем льда замерцал золотой свет, и маленький кулак пробился сквозь лед, став причиной его разрушения. Изо льда появилась золотая зарождающаяся душа, а затем поднялась в воздух и посмотрела прямо на Хань Ли. Глава 1150. Обмен. Мэн Худзе. Только тогда Хань Ли заметил физическое появление зарождающейся души и был совершенно потрясен этим открытием. Если его память ему не изменяла, Мэн Худзе почти достиг конца своей жизни, когда Хань Ли видел его в последний раз. Прошло около 200 лет, и он уже должен был умереть. Так почему же его зарождающаяся душа продолжала существовать и как она была захвачена Цзенинем? Находясь в замешательстве, Хань Ли отложил свое намерение убить Цзень-Иня прямо сейчас. Вместо этого он начал тщательно оценивать зарождающуюся душу Мэна Худзе. Внезапно он поднял руку и изобразил хватательное движение. Большая лазурная рука появилась над зарождающейся душой и, взмахнув вниз, как молния, схватила зарождающуюся душу у себя между пальцев. Духовный свет мерцал над его рукой, и зарождающаяся душа не могла двигаться. Нет необходимости быть таким осторожным, господин даосист Хань. В моем нынешнем состоянии я даже не смогу использовать какие-либо техники телепортации. Как я смогу сбежать? Мэн Худзе не делал никаких попыток освободиться от рук Хань Ли. Возможно. Не думал, что ты проживешь так долго. Помнится, что много лет назад в зале небесной пустоты у тебя, похоже, были злые намерения и против меня. А теперь ты появился передо мной в таком виде, и я даже не могу отомстить тебе как следует. С мрачным выражением на лице сказал Хань Ли. Ты уже достиг поздней стадии зарождающейся души, поэтому, если ты хочешь отомстить за то, что произошло в зале небесной пустоты, имеешь полное право сделать это. Однако тогда ты были лишь культиватором формирования ядра. Не думаю, что кто-то на моем месте не попытался бы выследить тебя. Даже если ты не убьешь меня, я уже потратил последнюю оставшуюся энергию, чтобы прорваться через это ограничение, поэтому мое время в этом мире очень сильно ограничено. Казалось, зарождающаяся душа Мэна Худзе вовсе не боялась смерти. Хань Ли немного молчал, а затем сказал то, что стало большим сюрпризом для Мэна Худзе. Это, конечно, правда. В твоем нынешнем состоянии пройдет совсем немного времени, прежде чем твоя зарождающаяся душа рассеется. Я не бессовестный человек, даже несмотря на то, что ты питал ко мне враждебность в зале небесной пустоты, королевская пластина, которую ты дал мне, однажды спас мне жизнь. Таким образом, я не стану тебя здесь убивать. Теперь никто друг другу ничего не должен. Мэн Худзе сначала запнулся, услышав это, а затем ответил с кривой улыбкой на лице. «Я дал тебе это сокровище не по доброте душевной, я просто пытался использовать тебя. Тебе не нужно платить за это. Мне все равно, каковы были твои намерения. Просто это сокровище действительно однажды спасло мне жизнь. Однако не жди, что я спасу тебя. Теперь все зависит только от тебя». Хань Ли махнул рукой, и большая лазурная рука в воздухе исчезла, снова заморозив зарождающуюся душу Мэна Худзе. Затем он перевел свое внимание на массивную глыбу льда в стороне. Зарождающаяся душа Мэна Худзе глубоко вздохнула, а затем, взглянув на застывшего Цзень-Иня, снова спросила: «Господин даосист Хань, у меня кровная месть с этим зенитом Инь. Не мог бы ты оставить его мне и исполнить мое последнее желание убить его до того, как я умру? У меня также вендетта против Цзень-Иня, так что я буду тем, кто прикончит его». «Тебе не нужно вмешиваться», — Хань Ли немедленно отказал ему. «Я готов предложить редкие материалы и мою собственную секретную технику в обмен на эту возможность». Услышав это, Мэн Худзе внезапно стал очень взволнованным и поспешно предложил вознаграждение, чтобы попытаться изменить решение Хань Ли. Хань Ли повернулся и взглянул на зарождающуюся душу с легкой улыбкой на лице. «Скажи мне, каковы твои истинные намерения? Я не настолько наивен, чтобы верить, что ты будешь готов заплатить такую высокую цену только за месть. Если ты скажешь мне свои истинные намерения, и твой план не причинит мне вреда, тогда я мог бы согласиться позволить тебе убить его.
Кроме того, мне очень интересно услышать, как ты смог прожить до этого момента и как ты оказался в руках Цзень-Иня. Надеюсь, что ты сможешь все мне рассказать, медленным голосом сказал Хань Ли. Услышав это, зарождающаяся душа изменилась в лице, заменившись нерешительностью. Мэн Худзи тяжело вздохнул и, наконец, принял решение. «Да будет так, мне не нужно скрывать это от тебя. Позволь мне рассказать тебе все. Для меня будет честью услышать это». Спокойно ответил Хань Ли. Затем он махнул рукавом в сторону ледяной глыбы, на которой все еще парили золотые летающие мечи. В следующее мгновение они исчезли по взмаху его рукава. Стиснув зубы, Мэн Худзи начал рассказывать свою историю. «Ты уже знаешь, господин Даосист Хань, что более 100 лет назад я уже почти достиг конца своей жизни. В зале Небесной Пустоты мне удалось получить кое-какие таблетки и лекарства, которые могли бы продлить мою жизнь, но это только задержало неизбежное. Единственная причина, по которой моя зарождающаяся душа все еще существует, состоит в том, что Цзенин использовал жестокий секретный метод, чтобы полностью перераспределить скрытый потенциал моей зарождающейся души, заставляя меня выжить благодаря его пыткам. Цена за продление моей жизни такова, что, когда моя духовная сила иссякнет, и моя зарождающаяся душа в конце концов рассосется, моя душа не сможет существовать в этом мире, поэтому у меня нет шансов на реинкарнацию». Хань Ли ничего не сказал в ответ. Он знал, что Мэн Худзи только создавал контекст для остальной части его истории. Как и ожидалось, Мэн Худзи не нуждался в ободрении. Тогда я получил таблетку небесного восстановления в зале Небесной Пустоты и некоторое время прожил хорошую жизнь. Никто не собирался бросать мне вызов только из-за таблетки. Однако, хорошие времена не могут длиться вечно. Как только я собирался достичь конца своей жизни, архиепископ Шести Путей пришел в мою резиденцию и попросил меня отдать ему свое тело после моей смерти, чтобы он мог культивировать свои дьявольские искусства. Естественно, отказался, и в конце концов я был тяжело ранен его искусством 6 высших дьяволов. К счастью, мне удалось использовать секретную технику и сбежать, но по пути я столкнулся с этим проклятым Цзенинем. Этот ублюдок знал, что я был тяжело ранен, и сразу же напал на меня. Мы сражались 3 дня и 3 ночи, но в конце концов я скончался от травм, и мое тело было уничтожено. Так моя зарождающаяся душа оказалась в его руках. Он всегда жаждал моей коллекции и этой таблетки небесного восстановления, поэтому он заключил меня в тюрьму для допроса, вплоть до сих пор. Допрос. Почему он не использовал технику поиска души на тебе? Хань Ли был немного удивлен, услышав это. Мэн Худзи холодно усмехнулся и гордо ответил: «Хе-хе, если бы это был какой-то другой культиватор, даже великий культиватор на поздней стадии зарождающейся души не смог бы избежать судьбы насильственного поиска души. Однако рождающие небеса дьявольское искусство, которое я культивирую, делают меня невосприимчивым к методам поиска души. Благодаря этому я могу охранять свое духовное чутье в душе, что очень затрудняет ее принудительное извлечение. Если он увеличит силу своей техники поиска души, тогда моя душа будет уничтожена. Он никогда не сможет узнать мои секреты. Такая секретная техника действительно существует». Услышав это, Хань Ли поднял бровь. Он был довольно заинтересован в такой технике. «Конечно. А ты думал, что могущество рождающего небеса дьявольского искусства просто выдумка? Просто я никогда не рассказывал об этом миру. Цзенин ничего не мог сделать со мной, поэтому он мог использовать только трупный огонь, чтобы мучить мою зарождающуюся душу время от времени. Хе-хе, я не собирался сдаваться. В любом случае, даже если бы я все рассказал ему, я все равно был бы уничтожен. Однако прошло более 100 лет с тех пор, как моя зарождающаяся душа была насильственно усилена его секретной техникой, и я действительно нахожусь в конце пути. Если я использую секретную технику, чтобы поглотить другую зарождающуюся душу, нельзя точно сказать, что реинкарнация определенно будет за мной. Даже если мне удастся поглотить зарождающуюся душу, мне еще предстоит выяснить, есть ли у меня шанс на реинкарнацию. В конце своей истории Мэн Худзи повернулся и взглянул на застывшего Цзень-Иня. Он выглядел так, словно хотел вонзить свои зубы в плоть Цзень-Иня. «Понятно. Значит, ты планируете поглотить зарождающуюся душу Цзень-Иня, чтобы получить шанс на вторую жизнь. Я слышал о секретной технике, подобной этой, но на самом деле невозможно проверить, действительно ли она эффективна», пробормотал Хань Ли, погладив себя по подбородку. «Независимо от того, работает это или нет, это моя единственная возможность, поэтому я должен, по крайней мере, попробовать. В любом случае, кто-то другой может забрать мою коллекцию после моей смерти, так почему бы не использовать ее, чтобы обменять на луч надежды для себя?» Смиренно вздохнул Мэн Худзи. «Это действительно так. У тебя все еще есть эта таблетка небесного восстановления?» Спросил Хань Ли. «Больше нет.
Я принял ее, как только вышел из зала небесной пустоты, но, к сожалению, она не сильно повлияла на меня. Цзень Инь увидел, что моя культивация не улучшилась, поэтому он подумал, что я не принимал таблетку и постоянно допрашивал меня о ее местонахождении. В противном случае у него, возможно, не хватило бы терпения столько времени выносить его допросы, честно ответил Мэн Хусци. А, вот как? В глазах Хань Ли промелькнуло удивление. Ранее он принял таблетку небесного восстановления, и она произвела на него ярко выраженный эффект. Однако Мэн Хуцзы уже был доведен до такого плачевного состояния, что, скорее всего, он не лгал. Казалось, что влияние таблетки небесного восстановления на культиваторов зарождающейся души было незначительным. Конечно, это также может быть связано с тем, что способность духовных корней Мэна Хуцзы изначально была достаточно хорошей, поэтому не было особого места для дальнейшей культивации. Хань Ли, немного подумав, дал ответ. «Я могу позволить тебе сделать то, что ты хочешь, но сначала ты должен дать мне копию рождающего небеса дьявольского искусства. После этого я оставлю тебе Цзень Иня. Но я больше заинтересован в секретной технике связывания души, о которой ты говорил ранее. После того, как ты поглотишь зарождающуюся душу Цзень Иня, ты должен рассказать мне, где находится остальная часть вашей коллекции». «Нет проблем». Зарождающаяся душа была очень рада слышать это. Хань Ли кивнул в ответ, но он видел, что зарождающаяся душа была очень слабой. Он сделал несколько печатей заклинаний и наложил несколько заклинаний над зарождающейся душой. Духовный свет разных цветов переливался над возрождающейся душой, и на какое-то время она значительно оживилась. «Спасибо, господин Даосист Хань». Мэн Хуцзы был очень благодарен за жест Хань Ли. Хань Ли махнул рукой, а затем бросил в воздух чистую белую нефритовую пластинку. Зарождающаяся душа поспешно открыла свой маленький рот и извергла слабый золотой свет. Нефритовая пластинка приблизилась в ней золотым светом, а затем быстро уменьшилась до размера, который мог бы поместиться в руке зарождающейся души. После этого он опустил голову и начал копировать свое искусство. Он посвятил этому искусству всю свою жизнь, так что скопировать его было проще пареной репы. Через 10 минут зарождающаяся душа открыла глаза и подняла руку в воздух. Полоса белого света полетела в сторону Хань Ли. Хань Ли поймал белый свет, и во вспышке духовного света нефритовая пластинка вернулась к своему первоначальному размеру. «Ты ведь там ничего не напутал, брат Мэн?» Хань Ли взглянул на нефритовую пластинку с легкой улыбкой на лице. Зарождающаяся душа не знала, должна ли она смеяться или плакать, услышав это. «Конечно, ты шутишь, брат Хан. С твоей нынешней базой культивации, поздней стадии зарождающейся души ты сможешь легко установить подлинность искусства культивации. Кроме того, я уже в таком плачевном состоянии, зачем мне делать что-то, что навредит тебе и не приносит мне никакой пользы?»